Друзья, сегодня мы поговорим о вомбатах, милом семействе сумчатых родом с перевернутого континента. Да, там живут не только ядовитые существа, но и вот такие чудесные пушистики. Зверьки относятся к отряду двурезцовых и являются дальними родственниками коал. С ними у вомбатов есть парочка общих признаков, вроде густого меха, детской сумки задом наперед, странных жизненных привычек и дружелюбности. А местные жители так любят вомбатов, что называют в их честь объекты природы, города, наносят их изображения на деньги и делают их героями сказок и телешоу. И австралийцев можно понять. Вомбаты ведь и правда очень харизматичные. Внешне вомбат напоминает медвежонка или очень крупного хомяка, однако его физиология полностью подчинена тяжелой подземной работе. При длине тела до 120 сантиметров масса взрослой особи составляет до 40 килограммов. До наших дней дожили 3 вида, разделенные на 2 рода. Короткошерстный, обыкновенный вомбат, обладатель незащищенного волосами носа, жесткого меха и небольшой склонности к компромиссам. Обитает на юго-востоке Австралии, в Тасмании и на островах пролива Басса. Южный, длинношерстный вомбат, житель сухих степей и полупустынь, отличающийся шелковистой шерстью, мягким опушенным пятачком и относительно длинными ушами. И северный, длинношерстный вомбат, один из самых редких млекопитающих на планете. Его популяция критически мала и локализована в узком ареале национального парка Эппинг-Форест в Квинсленде. Кстати, в далеком прошлом предки вомбатов выглядели куда более внушительно. Их ближайший ископаемый родственник, гигантский дипротодон, достигал длины 3 метров, массы около 3 тонн и по габаритам напоминал современного бегемота. Современные вомбаты уменьшились в размерах, но сохранили плотность костной ткани и тяжелое телосложение своего доисторического сородича. Передние конечности вомбатов оснащены широкими, невероятно прочными когтями. Этот землекоп способен перерубать ими слежавшуюся глину, корчеватые сплетения и каменистый грунт со скоростью, оставляющей позади человека с лопатой. Да, вомбата можно назвать настоящей машиной для рытья. Благодаря своим лапищам он способен сооружать норы 20 метров в длину и 3,5 метра в ширину. Тоннели превращаются в целый комплекс из различных камер и закутков с местами для отдыха и потайными выходами. Жилище нашего гостя настолько просторно, что в него с легкостью может пролезть ребенок. Кстати, эта забава является популярной игрой среди австралийской молодежи. Зубная система вомбата напоминает зубы грызунов. Резцы и коренные зубы имеют открытые корни и растут на протяжении всей жизни. Жесткая австралийская осока и корешки, покрытые песком, моментально стачивали бы обычные зубы. Но у вомбатов этот инструмент постоянно самозатачивается и обновляется. У вомбатов острый слух и обоняние, но довольно слабое зрение. И несмотря на внешнюю неуклюжесть, они очень быстрые. Спасаясь от опасности, вомбат может легко влезть на дерево, нырнуть в водоем или убежать. Да, бегают они быстро, пусть и на короткой дистанции, но со скоростью до 40 км в час. Вомбат активен преимущественно ночью. На поверхность зверек выходит исключительно за едой. Вомбаты едят молодые побеги трав. Иногда в пищу употребляются также корни растений, мхи, грибы и ягоды. Разделенная верхняя губа позволяет вомбатам очень точно выбирать то, что они едят. При этом процесс пищеварения у вомбата занимает от 8 до 18 дней. Это позволяет животному извлекать максимальное количество питательных веществ и влаги из сухой бедной клетчатки. И многим из ученых не дает покоя его 5-я точка, ведь она действительно необычная. Да, самая известная анатомическая адаптация вомбата – строение задней части тела. В районе таза и крестца под кожей располагается толстый щит из хрящей, жира и модифицированных костей, обтянутый чрезвычайно плотной шкурой. Когда хищник, например собака динго, пытается атаковать вомбата, преследуя его по тоннелю, зверь просто блокирует проход своим тазом. Прокусить или расцарапать эту заднюю дверь практически невозможно. Более того, вомбат
вомбат умеет использовать этот щит как контратакующее оружие. Если нападающий засовывает морду в щель между спиной вомбата и сводом норы, вомбат резко подпрыгивает на мощных задних лапах и мощным ударом таза прижимает череп хищника к потолку тоннеля, иногда ломая ему кости или вызывая удушье. Так что в другой раз Динго нос свой в вомбачью нору не засунет. Именно эта уникальная стратегия защиты позволяет вомбатам оставаться процветающим семейством. Но подождите, это еще не все. Вомбат – единственное известное науке животное, формирующее экскременты в форме почти правильных кубиков. За одну ночь одна особь производит от 80 до 100 таких кирпичиков. Ученые долго спорили о причинах столь необычных форм, но по итогу сошлись во мнении, что дело в его пищеварительном тракте. Кишечник имеет горизонтальные складки, и они делают фекалии зверька нестандартными. И эти кубики играют большую роль в жизни зверька. Вомбаты обладают слабым зрением и общаются с сородичами с помощью запаховых меток. Свои кирпичики они оставляют на возвышениях, камнях, упавших стволах деревьев и кочках, чтобы запах распространялся как можно дальше. Сферические или овальные метки скатывались бы с этих поверхностей вниз, в то время как кубические формы надежно фиксируются там, где их оставил хозяин. А мы переходим к теме любви. И тут дело не обошлось без пятой точки, с помощью которой вомбаты находят себе даму сердца. Поначалу малыши-вомбаты толкаются попами друг с другом и с матерью в шуточных играх, а затем все перерастает в драки за партнершу, а потом и с самой избранницей. После таких игрищ самочку ждет короткая 22-дневная беременность, после чего новорожденный переберется в сумку, где проведет еще 6-9 месяцев. В отличие от сумок кенгуру, у вомбатов они открываются назад, чтобы при копании земля не засыпалась внутрь. Полной независимости вомбята достигают году, но еще какое-то время они остаются рядом с мамой. И да, вомбаты являются самыми умными сумчатыми. Они долго растут, любят играть и даже поддаются простенькой дрессировке. Живут обычно до 20 лет, а в неволе больше 30. Старейший зарегистрированный вомбат дожил в неволе до 34 лет. Кстати, помните пожары в Австралии? Так вот, многие животные смогли спастись от огня именно в вомбатовых норах. Сами же вомбаты тоже не бедствуют. По нынешней статистике 2 из 3 популяций вомбатов ничего не угрожает. Как мы уже выяснили, у них крепкий тыл, и они вполне могут защититься. Однако северный длинношерстный вомбат находится под полной охраной государства. Для его сохранения созданы специальные огороженные территории, защищенные от диких собак, где ученые контролируют размножение каждого уцелевшего экземпляра. А для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!